И всем здорово, чуваки, с вами Дерек, и сегодня в Римворде я сделал себе колонию растаманов-наркоманов. Так, ну конечно же я начну играть племенем, потому что мне нужны именно растаманы и наркоманы. Максимальная сложность, Кассандра, загрузка в любой момент. Есть такой миф в Римворде, чем смешнее зерно будет, тем и веселее будет прохождение. Ну конечно же я начал жить в тропиках, чтобы мой гашиш рос быстрее. Идеология взял жить под кайфом, она мне подходит идеально для этого прохождения. А колонию своих наркоманов я начал строить в горе. А точнее, колония будет посреди гор. И не удивляйтесь, что я двигаюсь как конченый, просто тогда слушал бонуса в наушниках, и меня это нереально вштырило. Склад намечен, приоритеты расставлены, теперь можно садить гашиш. Заходит челепса, чтоб не жрал мой пимикан. И я сейчас заметил, что какого-то хрена на моем участке стоят 5 разъебанных жигулей. И в этот же день я начал размещать лачуги для моих поселенцев. А то если мои аборигены будут спать на улице, их какая-то пума возьмет и сожрет нахуй. И здесь я разметил комнату для исследований, чтобы мои дебилы научились строить мебель. И только на второй день мои поселенцы начали выращивать всякую шнягу. И надо ускориться, чтобы успеть до лета, а то летом будет плюс 70 и ничего уже расти не будет. Я по привычке начал приручать альпак, потому что я привык выживать в холодных условиях, а из альпак делаются просто офигительные пуховики. Но в моей ситуации мне нужны не пуховики, а плащи, а из чего делаются хорошие плащи, и я в душе не ебу. Мои голожопые дебилы решили замутить вечеринку. Слава богу, это обычная вечеринка у костра, а не вписка, так я бы не отделался бы пополнениями. И буквально через 2 дня после старта у меня еда вся закончилась, и мои аборигены, блять, пошли ебашить слона. А слон оказался злым и решил нам тоже дать пизды. А милишника я не буду пускать в бой, потому что его слон с 2 тык убьет. А слон оказался пиздец каким живучим, так что пришлось от него убегать почти целый день. И орёт он пиздец как громко. И наконец-то мы захаркали его этими луками, и этот тушканчик упал. Ну что ж, теперь у меня есть довольно много мяса и шкуры. Easy, easy, real talk, think about it. Ну а потом я понял, что мы складывали довольно маленький, и решил его расширить. И я не знаю, как убрать вот этот жигуль на моем заднем дворе. Это пусть он так стоит, пока что не мешает. И на этом моменте началось самое кайфовое и стрёмное событие одновременно. Это космическая битва над моим поселением. А ну-ка. Быстрая обучаемость, кулинария 10, дальний бой 6, неплохая такая мадама, ее можно будет себе взять в колонию. Охуенно, спасибо, папаша. Итак, это продолжалось аж до самой ночи. А, ну, кстати, вон там лежит и крутой Т2 андроид. Я его себе возьму... да... Спасибо. Ну, наконец-то эта фигня закончилась, и теперь у меня будет полно ресурсов. Но вот тут я заметил, что один чел остался в живых, и я решил его взять. Так, и наконец-то они научились собирать ебаную мебель, и теперь они будут жить как роскошные люди, а не на полу дрыхнуть. И да, и дождик идет, а гашиш мой растет, так что ждем. Когда он вырастет, я столько заработаю денег, это просто пипец, я могу себе позволить все будет. И бионику, и сверхброню, и оружие. И тут был какой-то квест, он у меня попадается впервые, мне нужно им будет дать 200 серебра. Я правда не знаю зачем, но я человек не жадный и решил им отдать несчастные 200 серебра. Надеюсь, они меня в будущем как-то облагодарят. Ну и наконец-то впервые на меня кто-то напал. А, бля, это один бомжик с дубинкой. Ладно, помянем его. Но пока я лечил спасенного дебила после той битвы, на меня напал уже серьезный противник, это андроиды. 4 штуки, а у меня луки. Ёбаный рот, мне эту битву никак не выиграть. Ну, конечно же, я решил попробовать, но последствия вы сейчас видите на экране. Моего дебила одного уносят уже, второго уже почти убили, третий лежит, и 2 дебила косых и пытаются их отстрелять. Короче, это полный пиздец. Но я думаю, вы догадываетесь, что я сделал. Меня уже задолбало то, что моя еда просто гниет на складе, нужно сделать холодильник. И наконец-то мои дебилы начали изучать пошив одежды. А то скоро лето, а летом плюс 70, а без плащика то будет жопа. Меня радует то, что мои дебилы уже засеяли все поля. И недалеко от своей базы я заметил очень странных животных, я прочитал, что это типа муфала, и они даже лучше их. Но я так вижу, они выделяют навоз, а навоз убирать я что-то как-то не хочу, поэтому они идут в жопу. И наконец-то ко мне пришли мои первые торговцы. Ну и в это же время, почти одновременно, на меня напал какой-то дикий бомж, это один андроид, но он, блядь, и он реально лютый был. Киборг-убийца. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение... А нет, его довольно легко отминали, но все же он смог убить 2, еще и животных. Торговцу я продал все нахуй ненужные шкуры, только оставил слоновые, потому что именно из них я хочу сделать себе плащи. Я не знаю, как они будут оберегать меня от тепла. И здесь я принял самое первое задание от Империи, просто отбить какого-то важного хуя от крыски.
И в этом времени почти все спальни уже были готовы. И пока я получал титул, на меня напали андроиды. Это было необычное нападение, это была осада, а осады я очень люблю, потому что они мне приносят сухпайки, миномет, компоненты и железо еще чуть-чуть. И в это же время на меня еще напали какие-то бомжи, я не понимаю, тут что ли медом намазано. Ну что ж, вы готовы увидеть самую эпичную битву из этого видосика? Врубаем музон, нахуй. Casket pop like it, drop it like Huey to ask me. One of my quotes, if you crazy, I'm bashing. Bombs is the one that game hang with the passion. When did it start? I think I know. The second I chose to come out of my tomb. Everyone gather, hold hands and let out a big fuck you. Bombs on 2, 1, 2, coming through. Your crew look like 2 on food. Give a fuck about your loot, motherfucker. Give it true. And if you all out of the ladder, I'ma have you take the first. Try to rob me for my spot. Hold up, someone get this boy a hearse. I just need some space. I don't wanna live today.